Приветствую вас, дорогие друзья! Интернет-магазин. Мы представляем еще один из телефончиков, которые являются необычными. Вы знаете, что мы занимаемся Android-магнитолами, но еще мы продаем необычные телефоны, и вы можете посмотреть на нашем сайте, какие именно необычные телефоны мы представляем. Один из таких моделей вот сегодня появился. Я бы хотел сказать, что он новый. Это Servo V9520, но он не новый, это обновленная модель. Раньше это была очень популярная модель, и мы продали не менее 2500 штук. Да, потому что он был похож на телефон Nokia. Но потом был снят с производства год тому назад, и снова он вернулся. Но вернулся уже, естественно, в эконом-версии. Он стал меньше, он стал другим, и он сохранил старое название. Почему-то эта модель стала Servo V9520, хотя она абсолютно не похожа на предыдущую телефон, который продавался 2-3 года тому назад. Давайте посмотрим, в чем еще сэкономили. Сэкономили с тем, и, кстати, это уже многие китайские производители делают, они не дают зарядку. То есть в телефон они не влаживают зарядку. И чем это связано? Так как вложить дешевую зарядку, которая может не работать или сломаться очень быстро, они не хотят, а вложить дорогую, это повлияет на стоимость телефона. И это, наверное, с этим вызвано. В этом комплекте лежит просто кабель, короткий дешевый кабель зарядки, который стоит, наверное, вообще 5 центов. Дальше идет телефон, заряжать вы можете ее чем угодно. Телефон вот такого вот вида и размера. Сразу скажу по размерам. Размер данного телефона 12 сантиметров по высоте, ширина 5 сантиметров, толщина 1,5 сантиметра, там 1,34. Это в самом толстом месте. Как видите, дисплей здесь 2-дюймовый, есть нанесенная русская клавиатура, и он очень сильно напоминает телефон Nokia, но не 9520, а, по-моему, 6720. Поправьте меня, если я не прав. То есть он очень похож на этот телефон, но, естественно, исполнение его такое. Внизу находится у нас зарядка, зарядный разъем, и под наушники 3,5. То есть можно использовать наушники. Также пообещали, что этой модели есть 15 или 17 изменений разных голосов, а также есть игрушки. Извините. Что-то пошло не так. Давайте продолжим дальше. Откроем заднюю крышку, и мы увидим батарейку. Батарейку 4C. Это нокиевская батарейка 4C, но по толщине больше напоминает батарейку 5C, даже 6C. Я думаю, она спокойно сюда войдет. Что также мы видим? Видим 4 разъема подключения, то есть один под стандартную карту. Первый SIM1, SIM2 уже идут под нано. 3 нано симки. Карта памяти, естественно, должна поддерживаться. Но где находится разъем карты памяти? Но я его не вижу. Давайте поищем с вами вместе. Сбоку его нету. Сверху тоже его нету. Ага, вот здесь вот. Вот место. Тут заклеено что-то. Наверное, это от батареечки. Да, это от батареечки. Итак, вот сюда вставляется карта памяти. Естественно, можно слушать музыку. Давайте подключим. Кстати, контакты вот напаяны голые, ничего не закрыто. Ну, в принципе, экономит на всем. Но Servo отличается тем, что оно работает, даже если оно дешевое. Включим телефон. Классическая прошивка Servo, которая использовалась ранее в этом телефоне. Видим здесь надписи, что у нас есть 4 сим-карты. Я так понимаю, пробежимся по меню. В разделе «Контакты» нас всегда интересовало, сколько ж можно контактов. 500 контактов своих. Но учитывая 4 симки по 150 на каждом, то это достаточно большое количество. Сообщения. Да, еще интересует, можно ли вписать вот, при создании нового контакта, что можно вписывать. Имя. Так, имя, опции, новый контакт. Давайте попробуем ввести имя. И написано 40 символов русских. То есть достаточно большое и длинное. Но нельзя ввести группы. Есть сообщение, журнал вызовов. Здесь появляется еще какая-то опция интересная. Есть Opera Mini. Есть WhatsApp, Facebook. Да вы что, аудио. Камера. Ну, камера, я думаю, здесь просто так для красоты. Толку с нее, наверное, никакого. Ну, в принципе, что-то можно сфотографировать. Из настроек телефона у нас язык,
клавишу быстрого набора, автоматическое включение-выключение, режим энергосбережения. Так, показать из профиля по контрасту. Мы можем уменьшить контраст. Есть профили нормальная вибрация внутри, бесшумный внешний. Настройка вызовов. Настройка вызова, двойные карточки. Отключение, напоминание, автоматическая запись разговоров. Можно записывать все разговоры. Звонить. Настройки Call Flash Setting. То есть настройки звуковые можно отключать. Ну, обычно все стандартное, ничего нового здесь я не вижу. Так, из игрушек есть Contra, Circus, 3Pix. Игрушки какие-то, Babel, Macros. Ух ты, елки-палки. Сколько здесь. Сокобан, Змея, реально много игр. Интернет присутствует, стандартный браузер. Посмотрим, есть диктофон. Есть видео записывать, есть календарь. Интересно, он хоть активный? Да, а календарь активный, может сообщать о каком-то событии. Список файлов, есть фонарик. Есть у нас сигнал будильника. И их тут три. Три сигнала будильника. Есть видео просматривать, Bluetooth, естественно, калькулятор. Так, FM радио. Интересно, работает оно с наушниками или без? Так, находишь что-то или нет? Да, работает даже без наушников. Так, волшебный голос. Женщина, мужчина, ребенок, старик, мультик, молодой. Все, а обещали 17. Может, здесь каждый элемент по одному? Нету такого. Да. Ну, есть, но я, так видите, не 17 голосов. Ну что же, можем делать выводы об этом телефоне. Скажем так, данный телефон ожидался, так как был предыдущая версия очень популярна. Его наводнили теми функциями, которые просили, а именно минимальный интернет. Ему добавили, чтобы было обязательно 4 сим-карты, запись разговоров, нормальное их количество букв, контакты и, естественно, изменение голоса. Это то, что просили покупатели. Чтобы телефон не стал слишком дорогим и при этом продолжал работать, сервер решила сэкономить, не продавая зарядное устройство и продавая очень дешманскую упаковку. Но все-таки есть большая надежда, что данный телефон будет функционировать отлично, так как это все-таки серво. Также они предоставляют гарантию, а мы являемся теми же гарантами их товара. Теперь, что касается новостей по Джансуну, потому что хочется сказать и об этом. Начиная уже с этого месяца, версия 2 плюс V1, 2 плюс 32 с DSP больше не существует в продаже. Знаете об этом. То есть больше версии 2 плюс 32, в которой был аппаратный реальный DSP, ее просто нет. Заказывая, не заказывая, где угодно, вы все равно не получите аппаратный DSP в версии 2 плюс 32. Только версия 4G 2 плюс 32 на 8-ядерном, 4 плюс 64, 3 плюс 32, эти версии будут поддерживать DSP. И это связано с тем, что нужно удешевлять товары. 2 плюс 32 теперь будет только T3 серии. Ее же называют Jansun V3. До новых встреч, друзья, и надеюсь, я вам недолго тут рассказывал и что-то плохого. Я надеюсь, что вам понравилось то, что я рассказывал. И вы не будете слишком строги ко мне. И посмотрите это видео и подпишитесь, может, порекомендуете. Дальше мы будем рассказывать еще о Jansun магнитолах, так как все-таки ожидаем новинки. Крутые новинки этого бренда. Спасибо за то, что посмотрели. До новых встреч!